It's above us, closing in, spreading through everything. No one left outside of it. No one standing out of reach. When it falls, it covers all. There's no place to step away. There's no warning left to hear, no more space to disappear. All the lines have led to this. Every moment, every wish, now it's here. It won't delay. It becomes us anyway. It's above us, closing in, spreading through everything. No one left outside of it. No one standing out of reach. When it falls, it covers all. There's no place to step away. Всем привет, всем привет. Меня слышно? Если слышно, дайте плюсики, пожалуйста, в чат. Hello, всем. Есть контакт. Если слышно, дайте плюсики в чат, пожалуйста. Есть, отлично. Сегодня поздно выхожу в эфир. Честно говоря, плохо себя чувствовал очень. Заболел. И плюс сейчас у меня идет стройка большая дома. И вообще не было времени даже торговать в этой неделе. Но торговали зато мои ученики, наши студенты. И в сегодняшнем рекапе будем разбирать их сделки, их трейды. И плюс решил подключить еще крипту, то есть анализ битка тоже будем делать, разбирать биток тоже будем. Если есть вопросы, можете задавать, писать в чат. Прежде чем начнем наш рекап, я бы хотел начать с момента, где я на прошлой неделе уже давал свой прогноз. Да? Вот этот прогноз. Байс, в общем, все еще у нас лонговый. Ожидаем вот такую реакцию на начале следующей недели. И надо смотреть, как будет формироваться начало нового месяца. То есть первая неделя Q1 месяца, как она будет начинаться. Либо с аккумуляции, либо с X. Если X, то мы можем ожидать сильные движения. Вот таким вот образом. У нас здесь полка прям вот ликвидности было нафармлено. Вот эта полка ликвидности, low resistance ликвидность. Нафармлено. И ее должны снять. Вот. В общем, ожидаем продолжение лонгового движения.
То есть есть сценарий, что вот тут вообще можно увидеть, будто вот здесь была явная аккумуляция, да? Затем это движение было манипуляцией, и сейчас цена может находиться уже в фазе дистрибуции. Все будет понятно, когда мы достигнем вот этого диапазона. Отсюда можем дальше пойти вверх, либо развернуться и можно ждать продолжения шортов. Итак, как мы все видели, наблюдали на этой неделе, цена прям стремительно обновила all-time high. Так, сейчас сделаем вот так. Вот так. Я как раз говорил то, что если цена вот достигнет этого диапазона, здесь мы должны были смотреть, либо цена должна была развернуться, либо продолжить движение. И как мы видим, цена продолжила движение, потому что она уже находилась в фазе дистрибуции. Я прогноз этот давал еще 11 апреля в своем закрытом канале по Ибда Лукбак. В рамках этого курса я делал прогноз и объяснял ребятам, как вообще надо работать. Это вот курс, посвященный теме Ибда Лукбак. И тут я вот как раз давал свой прогноз 11 так, где это General? Вот, 11 апреля, и здесь я давал прогноз. Вот, сейчас предлагаю вам ознакомиться с этим прогнозом в начале нового. Может быть, даже внутри вот этого цикла тоже можно достичь, потому что цена уже вошла в фазу дистрибуции. Как я говорил в рекапе, вот это была аккумуляция, манипуляция, и уже цена находится внутри фазы дистрибуции. А если цена находится внутри фазы дистрибуции, то она двигается импульсивно, агрессивно. И может даже не потребоваться вот это все дальнейшее движение. То есть за короткий срок можем достичь цели. Вот такой вот маленький обзорчик решил сделать. И как вы сами видели, это был 11 апреля, еще задолго до вот этих событий. И что это показывает? Это показывает то, что Smart Money, ICT-концепция, она дает очень точные, позволяет делать очень точные прогнозы и на этом зарабатывать деньги. Есть некоторые скептики, которые не понимают, что такое ICT, что такое Smart Money, и просто хейтят эту концепцию, потому что либо сами не смогли добиться успехов, работая с этой концепцией, либо не поняли. Почему многие изучают Smart Money и не получают результата, да? Потому что изучают отдельные термины, но не понимают, как все это связано между собой. Можно знать, что такое FEG, ликвидность, либо слом структуры, но без общего контекста это превращается в набор красивых слов. Важна не отдельная концепция сама по себе, а понимание, когда она уместна, в каком контексте она работает и как связана с общей картиной движения цены. Если ты ищешь, да, не просто входы, а понимание рынка, многие приходят в трейдинг с одной и той же проблемой, да. То есть много информации, много терминов, много красивых слов и очень мало целостного понимания. Вот многие начинают буксовать именно в этот момент, когда не находят общий какой-то вот цельную информацию, где объясняется логика цены, откуда, почему и как и куда цена двигается. Когда вот этого нету, системы одной, то очень трудно, конечно же, торговать
и быть прибыльным на долгой дистанции. А когда есть системное обучение и есть поэтапное понимание, то получаются уже результаты, которые вы сейчас сами увидите. Это уже результаты моих учеников, которые прошли курс. Есть даже те, которые вот только-только присоединились, начали обучение и уже начинают понимать, как двигается цена, начинают читать алгоритм. И сегодня как раз-таки вот будем разбирать это все. Так, давайте начнем. Кто смотрел прошлый рекап, да, я говорил на прошлом стриме, что цена, сейчас сделаем вот так сначала. Так, где у нас это? Вот здесь. Итак, цена, вот здесь остановилась цена на прошлой неделе. Я говорил то, что прежде чем цена продолжит свое движение на buy side, она должна сначала спуститься, сбалансировать вот этот дневной имбаланс. Вот этот дневной имбаланс. На H4. Так, сейчас. На М15. Так, отметили правильно, да, вроде бы вот дневной имбаланс. Хочу вам сказать одну вещь, да, когда цена, вообще по ICT концепции, цена находится всегда, может находиться в одной из 4 состояний. То есть есть 4 состояния в рынке. Первое – это аккумуляция, второе – это фаза манипуляций, третий – разворот, четвертый – расширение. И когда цена входит в фазу расширения, она начинает двигаться импульсивно, без глубоких откатов. Если вы знали об этом, то вот, имея эти знания, можно было бы вот работать в этой неделе. Потому что эта неделя и прошлая неделя это была фаза расширения, и цена внутри этой фазы двигается без глубоких откатов. Так, давайте начнем тогда. Вот тут Евгения уже в понедельник отметила и указывает то, что здесь вот нафармлена ликвидность. Вот она. И эту ликвидность должны снять. Вот в пятницу отмечала эту ликвидность, но надо же, ее скипнули просто одним махом. Вот эта ликвидность, и мы видим то, что в понедельник цена открылась большим гэпом, New Week Opening Gap, и цена прям устремилась, чтобы зачистить sell-side ликвидность, вот эту всю ликвидность. Она пишет, вот тут хотела войти, но не получилось, не дали. Так, это мои входы, которые я уже открывал в пятницу, вот в пятницу, в шортовом направлении. Вот пруфы, то есть доказательства. И вот 3 сделки, и эту сделку потом уже закрыл вручную. Цена открылась с большим гэпом, сразу отпустились,
И на одной этой сделке вот заработал почти 5,5 тысяч долларов. Помимо этого, это не только у меня такой результат. Вы сейчас дальше и увидите, как другие уже студенты также зарабатывают такие же суммы, благодаря тому, что уже прошли курс обучения и начали понимать, как нужно вообще читать график и как надо торговать. Smart Money вообще это price action, чтение price action. Чтение ценового движения это самый лучший инструмент, я думаю, самая лучшая концепция, которая есть сейчас в доступе благодаря Майклу Хаддлстону, ICT. Вам ничего здесь не нужно. Вы просто смотрите на формирование свечей, и они сами подсказывают, что будет дальше. То есть price action это чтение истории и прогноз на основе вот этих свечей. Все это вот то, что было уже было, то есть история вам дает подсказку, куда дальше цена будет двигаться. И на основе вот этой истории можно спокойно прогнозировать, читать будущее движение и зарабатывать на этом. То есть цель трейдинга же в чем? Чтобы правильно проанализировать будущее движение, верно? И вот здесь вот это один из новых моих студентов. Она вот только-только начала обучение, и вот смотрите, что она пишет. Я только дошла до 7-го блока курса, и пока наблюдаю за графиком со стороны. Но то, что я узнала в уроках Муниса, и то, как я вижу сейчас график, я пока даже поверить в это не могу. Что мои предположения оказались верными насчет похода цены. За СМТ отдельная благодарность. Это СМТ никто внятно не мог сказать и дать ответ по поводу СМТ. Ни на каком обучении. Теперь NXM модели, которые я думал, сейчас в дебри зайду и мозг начнет тормозить. И я буду путаться. Только тут я ошиблась. Здесь мне тоже все понятно было, и я анализирую поход цены, как в целом двигается цена. Я в восторге просто от информации на курсе. Курс я брала с мыслями, это последнее, что я куплю здесь, конечное. Если я и здесь не пойму информацию, я просто смирюсь с тем, что я глупая, трейдинг действительно сложнее и сильнее меня. Но на этапе обучения я уже вижу, что никто за 5 лет моего пути, никто внятно не мог донести причинно-следственные связи в походе цены. Мунис, благодарю вас. Вот этот человек пишет, у которого уже 5 лет опыта в трейдинге, и она покупала разные виды менторшипы, курсы, и вот ее откровенный отзыв. И вот сейчас, вот ее анализ, смотрите, это было до всего вот этого движения, то, что здесь произошло. И вот как она сделала анализ, так и цена и пошла. Цена сделала откат, вот это было таргетом, и отсюда цена развернулась, мы начали движение в buy side. Так, что он тупит? Вот. Итак, это анализ Аслана, один из моих первых студентов. Спасибо огромное, спасибо за пожелание. Вы можете подумать, что это мой график, но нет, он очень оформлен так же, как у меня. И что мне нравится, прям, он читает так же, как и я сейчас показываю вам. То есть вот таргет, первый take profit и take profit 2, куда цена должна была дойти. Дошла, но только на втором активе. Но суть в чем?
Суть в том, что вот это ценовое движение он уже проанализировал верно и определил. И на этом он заработал. Вот его сделка. Вот. Его вход и выход из позиции. Но суть здесь важный момент в чем? В том, что любой человек может научиться читать рынок, если у него есть правильная база знаний. И это не такое прям невыполнимое задание. Нужно просто чуть-чуть работать усерднее над собой, и каждый может добиться таких результатов. Вот. Здесь ничего магического такого нету. Как выше писала наша студентка, все это следственно причинно-следственные связи. Если вы знаете, где причина, вы уже ожидаете, где будет следствие, да, последствия всей этой причины. Так, здесь сделка нашего юного студента, которому только 17 лет. Вот. Он здесь сделал прогноз, как цена будет двигаться. И вот его сделка от MetaTrader. Вот его вход, выход. Это сделка в Нью-Йорке, в нью-йоркской сессии. Это Серхио, это тоже один из моих первых студентов, то есть из первого потока. И вот здесь, когда цена упала, я поймал это шортовое движение, а он уже вошел в обратном направлении с тейк-профитами вот сюда. И вот его, где он вошел. В самый, как только цена упала, до азиатской сессии он уже выполнил входы. Стопы здесь. И вот отработка его. Вы уже сами знаете, что цена перебила все эти уровни и ушла выше. Суть в чем? Суть здесь в том, что и он уже, как и я, может спокойно читать график, делать правильный анализ, и на основе этих правильных анализов зарабатывает спокойно, без напряга. А вот наш студент, американец из США, Дуэйн, то же самое. Вот. Опять входит в самом начале, в раннем этапе вот этого всего движения, дистрибуции, и начинает частично фиксировать свои тейки. Вот ранний вход, вот здесь уже частичное закрытие. А Архан, он, как всегда, торгует у нас на крипте, это его сделки. Вот, PNL 115 баксов, здесь 682. Это Шриванс, мой студент из Индии. И вот его анализ. Смотрите, опять-таки, до формирования движения он уже прогнозирует, что цена сначала должна пойти вниз, и отсюда начнется дистрибуция. И вот его отработка. Как он и прогнозировал, цена сначала пошла в sell side, потом в buy side. Все это вполне реалистично, и можно заранее прогнозировать ценовое движение. Вот сделки этих студентов сами говорят за себя. То, что это вполне реалистично, то, что это вполне возможно сделать, нужно только концентрация и работа над собой. Итак, давайте проанализируем понедельник. Как можно было в понедельник поймать движение? Допустим, вы еще не прошли курс. Это для тех, кто смотрит мои стримы и пытается понять логику движения.
тут вот в понедельник было уже ясно, да, допустим, здесь будем делать анализ через квартальную теорию. Вот понедельник, и вот у нас Q1 фаза. Здесь вот я специально подключил индикаторы от квартальной теории. Вот у меня разделю Q1, здесь Q2 и Q3. И как мы видим, Q1, внутри Q1 цена делает просто расширение, значит это у нас X. Здесь была аккумуляция. Здесь была аккумуляция. Если была здесь аккумуляция, то следующая фаза должна быть манипуляционной фазой. И тут важно. Так. Так, М15. Вот. И посмотрим здесь. Так. Вот так сделаем. Вот так. Это Dow Jones, это S&P 500, а это NASDAQ. И мы видим то, что в Q3 цена сделала манипуляционное движение. В Dow Jones это прям отчетливо видно. То есть мы сняли sell side аккумуляции. И тем самым мы сформировали здесь SMT дивергенцию. Вот. На S&P можем брать вот с этой свечи. А тут вот полностью зачистка была. И это было первой подсказкой. То, что цена намерена продолжить свое движение на buy side. И вот тут на младшем таймфрейме мы могли бы поймать движение. Если спустимся на М1. Давайте на М3. На М1 слишком шумно. Итак, вот у нас здесь это уровень цист. Вот. Можно его взять в качестве брейкер-блока даже. Вот. Вот это движение, вот эту свечу я возьму в качестве брейкер-блока. И здесь можно было войти через модель, ICT модель Unicorn Model. Да. Есть в ICT концепции модель входа, которая называется Unicorn. Это что обозначает? Это когда цена сначала делает displacement, слом структуры. Вы должны отметить здесь брейкер-блок. Вот этот брейкер-блок. После того, как цена закроется телом над этим брейкер-блоком, цена всегда, то есть в большинстве случаев сделает тест этого брейкер-блока, то есть границу, вот эту границу, верхнюю границу этого брейкер-блока. И тут вы можете просто тупо ставить лимитку. Так, сейчас вот так сделаем, чтобы было понятнее. Вот, цена еще находится здесь, на М3 мы работаем. И вот тут у нас брейкер-блок. Здесь мы сделали вот это поглощение циста, закрылись над уровнем цист телом свечи, закрылись над брейкер-блоком и можем поставить просто лимитку сюда. Да. Если цена сделает тест и оттолкнется, то наша позиция откроется. Даже если цена сделает откат глубже, ничего страшного. Потому что у нас есть уже SMT дивергенция, которая подтверждает, что цена намерена дальше двигаться еще выше. Плюс вот тут у нас сформирована AMD модель через Double Purge. Здесь была аккумуляция, двойная манипуляция, и SMT дивергенция у нас формировалась вот тут, на
в дискаунте. Поэтому все признаки продолжения тренда имеются. Ставим лимитку. И вот наша позиция, она здесь мы вошли в позицию, вот отработала. И что мы делаем дальше? Куда мы здесь можем таргетироваться? Смотрите, это NASDAQ, да? Это NASDAQ. Если мы посмотрим на S&P 500, это 15-минутный таймфрейм, что мы здесь можем увидеть? Мы можем здесь увидеть четкое PO3. Вот тут фаза аккумуляции была. Вот она, аккумуляция. Затем вот это движение в шорт было манипуляционным движением было. Было манипуляцией. Вот. А так как это манипуляция, после завершения манипуляции начинается дистрибуция. И поэтому тут мои студенты, они все были уверены, что цена пойдет вот в buy side. И здесь уже открывали позиции в лонговом направлении. Вот, допустим, здесь Дуэн открыл, здесь Сергио, наш итальянский друг с Италии. То есть у меня студенты, они интернационал, из Индии, с Америки, с Италии, из Германии. Вот поэтому здесь все входили в одном и том же направлении, потому что есть четкая система чтения. Если была аккумуляция, вот эта манипуляция, и дальше должна быть дистрибуция. И здесь они таргетируются вот на этот хай, в первую очередь, первый. Потому что это здесь фаза аккумуляции. И если была манипуляция с sell-сайдом, теперь мы должны зачистить buy-сайд аккумуляции. Еще один инсайд, совет. Кто сейчас меня смотрит, в частности для моих студентов, когда вы торгуете на индексах, обращайте внимание, то есть делайте анализ всей триады. Вот. S&P 500, Dow Jones тоже. В одном из этих трех активов будет прям четкое формирование PO3 либо MXM моделей. То есть в двух из них, из этих трех, могут быть чуть-чуть искаженная картинка формирования, но в одном из этих трех точно будет прям четкое формирование либо PO3, либо MXM модели. И как только вы увидите в одном из этих трех, вот допустим, смотрите, на S&P 500, то есть на NASDAQ, здесь, если мы посмотрим, сложно понять то, что это была, здесь была консолидация, да, потому что вот в нью-йоркской фазе цена сделала пробойное движение. Но если мы посмотрим на S&P 500, то мы можем увидеть то, что цена здесь двигалась вот внутри рейнджа, вот здесь это high и это low. Вот тут цена тоже была в консолидации, она не смогла пробиться, вот по этой тени можно понять. И вот тут вот на S&P 500 нарисовали четкую аккумуляцию. Это было уже признаком. Если вы знаете это, то вы уже могли вот тут предполагать шортовое движение вниз. Почему шортовое? Потому что у нас здесь был магнит в виде дневного имбаланса, куда должна была цена прийти. И как мы видим, цена пришла в диапазон здесь дневного вот этого имбаланса. Это Daily FEG, протестировали, и началась фаза дистрибуции. То, что я сейчас здесь показываю, это просто вершина айсберга, как надо делать анализ. Само собой, это, разумеется, я большинство вещей здесь не раскрываю, которые я объясняю в своем менторшипе. Но даже те, кто наблюдает за мной довольно-таки давно, они могут даже по этой информации выйти в прибыль.
Есть люди, которые так вот пишут у меня в комментариях в YouTube, которые просто на базе weekly рекапов, они уже начали понимать, как двигается цена, и уже торгуют несколько недель в профит. Но то, что я здесь объясняю, это вершина айсберга, ребята. А то, что есть в курсе, в менторшипе, там очень много информации, и поэтому мои студенты могут ловить каждое движение, дистрибуцию и в шорт, и в лонг, и знают, где нужно входить, а где не нужно входить. Итак, вот мы тут вошли, и здесь мы можем сразу ставить сюда take и наблюдать, как цена будет двигаться. То есть сопровождать нашу сделку. Начинается нью-йоркская сессия. Вот здесь, в нью-йоркской сессии, тоже был момент удобный для входа. Как? Сейчас я покажу. Если у вас формируется SMT дивергенция уже, да, была сформирована, то в нью-йоркской сессии, чтобы поймать удачный момент, вам нужно увидеть после открытия нью-йоркской сессии одно SMT по направлению основного движения. Вот если у нас SMT было, которое сигнализирует лонги, то после открытия нью-йоркской сессии вы должны увидеть еще одно SMT, и после формирования SMT вы можете спокойно заходить в позицию. То есть по какой-то из моделей входа. Как это было теперь? Давайте посмотрим. Вот. Было ли здесь SMT, формирование SMT дивергенции? Вот смотрите. Вот SMT сформировалось. Вот оно. На NASDAQ мы сформировали low в 9.48, а на S&P 500 мы сделали fail. Мы не смогли обновить этот low. Это сигнал, как раз таки после вот этого можно было входить в позицию. Смотрите, как только сформировалась SMT, у нас здесь формируются displacement candles. Вот, видите, раз, два, три бычьих свечей. Это bullish candles, то есть серия бычьих свечей, которые формируют смещение. И внутри этого смещения, что мы должны были увидеть? Я это повторял уже несколько раз в прошлых стримах. Мы должны увидеть формирование FVG. Вот формируется у нас FVG. И самый лучший вход у нас всегда бывает вот здесь, на тесте этого FVG. Можем просто поставить, допустим, здесь купить. Почему цена здесь не упала ниже, вот сюда? Здесь тоже есть FVG, да? Почему цена не должна упасть ниже? Может возникнуть у вас вопрос такой. Да, потому что FVG должно быть ребалансировано. Я вам отвечу, потому что вот этот диапазон, смотрите сейчас, вот этот диапазон, вот до этого high, видите здесь этот high, он уже сбалансированный. Цене нет то есть цене нет интереса, чтобы еще ниже спускаться, потому что этот диапазон уже сбалансировали. Здесь были вот покупки, продажи, покупки. И поэтому этот диапазон, он сбалансированный. А нам нужно находить SMT, то есть находить FVG, который находится над диапазоном, который был уже сбалансированный. Если мы посмотрим, вот здесь не сбалансированный диапазон. И тут находится
имбаланс. Поэтому можно смело здесь входить и не бояться, что цена еще ниже упадет. Если вы хотите еще глубже изучить именно эту концепцию, посмотрите урок Зюсси в одном из его видосов. Есть сказано, либо можете зайти в мой телеграм-канал открытый, и тут найти раздел, где вот FEG, BPR, и внутри этих, в одном из этих роликов как раз-таки объясняется эта логика. Если вы поймете эту логику, вы уже будете знать, где вам точно правильно входить. И не бояться, что цена может еще глубже сделать откатное движение. Поэтому мы можем здесь уже ставить стоп за этот имбаланс. И снова таргетироваться вот на этот хай. И все, достигли целей. И тут мы можем увидеть, что 1 к 7 РР у нас получился. Но это частично. Частично. Теперь еще раз объясню, да, логику. Так, на М15. По квартальной теории анализ мы сделали. Вот. У нас было здесь X, здесь была аккумуляция, M манипуляция. Сняли sell side в одном. Так, мы сняли sell side на Dow Jones. И затем фаза дистрибуции. И цена ушла в нашем направлении, так, в сторону нашего таргета. Самый явный таргет был вот этот. Вот этот. Как вам сказать? Есть такая концепция IBDA Lookback внутри ICT. То есть IBDA Lookback. Что это такое? Это когда вы делаете анализ по фракталам. То есть сложно объяснить это с одного раза. IBDA Lookback. В общем, есть такая концепция у ICT, благодаря которой можно прогнозировать ценовые движения еще более точнее. И как раз таки вот этот мой прогноз, который я показывал вам с 11 апреля, он был сделан на основе этой концепции IBDA Lookback. Те, кто изучает это, они открывают для себя очень широкие возможности в понимании ценового движения. Так, это 15 минут. Ланч-сессия. В принципе, здесь уже там дальше цена тупо расширялась. Особо здесь ловить нечего. Окей, давайте теперь посмотрим следующий день. Вторник. Так.
Я это удалю. Итак. Это сделки с понедельника наших студентов. Так, это Роман. Ну-ка, посмотрим. Он торговал на Dow Jones. Вот его вход. Здесь он закрылся. То есть вот вход и тут закрылся. Вот это сделка нашего юного, самого молодого студента, 17-летний, школьник. Но, несмотря на это, вот человек торгует уже вполне успешно. Вот. Анализ его. Это лондонская сессия. Давайте посмотрим здесь Лондон, как формировался у нас Лондон. Да, Лариса, нашел в себе силы, потому что если пропустил бы, потом этот момент бы не смог все равно вернуть и объяснить. Такие хорошие сделки были просто у ребят. Вдохновился этими сделками и решил сделать все-таки рекап. Итак, что здесь мы видим? Опять мы делаем анализ через квартальную теорию. Самый легкий способ делать анализ. Итак, мы опять делим на фазы, на 4 фазы наше дневное движение. И мы видим то, что в Q1 цена формирует у нас аккумуляцию. Если была аккумуляция, значит в Q2 мы должны увидеть манипуляцию и формирование SMT. Если у нас будет манипуляция в buy side, будем работать... Сейчас... Так, демонстрация, вот так лучше. Если у нас вот аккумуляция, разделю. Если была бы манипуляция здесь, в buy side, работали бы в шорт, вниз, в эту сторону. Но у нас bias лонговый. Да? Кто смотрел мой урок по bias, они знают. Вот здесь у нас, сейчас я включу индикатор, что показывал дневную свечу. Так, вот daily. Вот эта свеча, сейчас я включу, чтобы показывала сколько, 3 свечи. Вот здесь мы закрываемся сильно телом над хаем предыдущего дня. Да? Значит, у нас bias в этот день, в текущий день, у нас бычий. А если бычий, нам нужно просто увидеть одно SMT, которое будет сформировано в sell side по направлению к основному движению, вот, в лонги. И тут вот, мы делим наш новый день на фазы по квартальной теории, то есть на кварталы. И уже в Q1 мы можем сразу понять, как будет формироваться наш день. Вот тут у нас формируется опять SMT. В лондонской сессии формируется SMT. Как раз вот Сакен его поймал, это движение. Так. Это Dow Jones, а на S&P 500. Вот. SMT было сформировано между SMT было сформировано между S&P 500 и NASDAQ. Вот. S&P 500 зачищает sell-side азиатской сессии, а NASDAQ делает fail. Тем самым у нас формируется здесь SMT-дивергенция. И после формирования SMT тут можно было искать на младшем таймфрейме входы. Давайте посмотрим.
давали ли вход тут? Можно ли было поймать движение это? Чисто по ICT. Итак, смотрите, я здесь опять повторю модель. Помните, да? Unicorn модель, о которой я рассказывал до этого. Вот у нас это свеча, медвежья свеча, которая формирует high, самый high. Мы ее берем, эту медвежью свечу, в качестве брейкер-блока. И как только цена закроется над уровнем, над границей этого брейкер-блока, вот, мы можем искать входы. Если внутри вот этого брейкер-блока у вас будет еще сформирован имбаланс, то это будет еще лучше. Это усилит отработку вашего сетапа. Я это не говорю от себя, это все проверено, испытано не только мною, но и множествами другими трейдерами. Если вы не доверяете, вы можете сами проверить это на истории, на бэктестах, и вы увидите, как отлично заработает этот сетап. Вот смотрите, это зона брейкер-блока, формируется внутри FG. Тут просто мы можем поставить опять лимитку. Наша вот лимитка отработала. Вот. И стоп. Почему не отработал? Блин, тормозит. Окей. Вот сюда ставим на покупку. Вот, отработало. Вошли в позицию. Стоп мы можем ставить за брейкер-блок. Вот, за брейкер-блок ставим стоп. И так как это у нас, смотрите, фаза манипуляции, значит, дальше будет дистрибуция. Первый таргет у нас вот этот high, локальный high. Уже здесь можно, вот смотрите, 1 к 5 RR имеется. 1 к 5. И видите, как быстро отработала наша сделка. Потому что у нас фаза манипуляции завершилась и началась фаза дистрибуции. А внутри фазы дистрибуции цена всегда двигается агрессивно и импульсно. Вам просто нужно дождаться фазы дистрибуции и войти в эту фазу. Именно этому я и обучаю своих студентов в рамках своего менторшипа, в рамках своего курса, чтобы ловить именно дистрибуции. Не торговать вот здесь в консолидации, вот тут. Нет. В рамках своего курса я четко объясняю, где нужно входить, а где не нужно входить. Где нужно просто ожидать. И как вы видите, если входить в правильное время, то и не надо долго ждать своей прибыли. За короткое время вы достигаете тейк-профита и все, и потом можете закрыть терминал, идти отдыхать, заниматься своими делами. Итак, это лондонская сессия. Вот в Лондоне как можно было как поймать, да? Объяснил. Давайте посмотрим, как можно было поймать движение в Нью-Йорке. Тут это движение можно было еще предугадать, допустим, вот этим таким способом. Так, начинается сейчас, начнется нью-йоркская сессия. Так, 8, нет, еще есть. Вот, смотрите, тянем STDV отклонение по FIBA.
И в диапазоне 2-2,5 между этими, внутри этого диапазона, цена должна сделать либо одно откатное движение, либо полностью разворот. И мы видим, что вот здесь написано retracement, либо reversal. Вот она. Retracement это значит откат, reversal это полный разворот тренда. Мы видим, как только цена достигла этого диапазона 2-2,5, цена сделала одно откатное движение. Вот, откатное. Зная это, у вас уже будет еще один момент, чтобы поймать движение. Так, это М3. Сейчас здесь тоже на М3 перейдем. Так, вот. Так, может на М5 лучше будет. Окей. Вот М5. Смотрите теперь. На М5 я выделяю вот этот ордер блок. И этот же ордер блок я выделяю здесь. На S&P 500. Вот он. Так. Вот low, вот high. Да. И что мы видим? На S&P 500 мы полностью поглотили этот ордер блок, зачистили его sell side. На NASDAQ мы не смогли это сделать. Мы ровно, смотрите, откуда цена отталкивается. Ровно 0,5 уровень. Mean threshold. Как этот уровень называется в ICT. И отсюда смотрите, как цена реагирует на ровно 0,5 уровень. Вот тут вы могли бы поймать еще одно движение. Зная это, вот тут можно поймать вход. Почему? Потому что цена сделала расширение, а внутри расширения всегда цена делает одно откатное движение. То есть откаты, они бывают где? Они бывают всегда внутри фазы расширения, либо внутри фазы манипуляции. Зная это все, вот тут можно было бы поймать и дальше держать свою позицию. Потому что цена сделала уже откат, дальше должно быть продолжение вот этого движения. И вот смотрите, 4,5 терминус, то есть максимум своего хода. Вот тут цена сделала. Здесь можно было просто закрыться, зафиксировать прибыль и потом смотреть на реакцию цены. В нью-йоркской сессии, если бы тут, допустим, вы не смогли прочитать, и тем более некоторые не торгуют вне kill zone, если вы пропустили этот момент и вы хотели бы торговать только внутри kill зоны Нью-Йорка, то как можно было бы прочитать это? Опять то же самое, логика повторяется. Вы должны были здесь увидеть одну SMT дивергенцию, одну, после которой можно было бы поймать вход. Так, на М1. И здесь тоже на М1 перейдем. Снова вот у нас вот SMT дивергенция. Видите, было сформировано при открытии Нью-Йорка, вот, то есть может даже до открытия это чуть-чуть. Вот цена формирует SMT, вот она, и после этого улетает. Видите? Как еще можно было это прочитать? Здесь можно увидеть прям четкое PO3. Вот аккумуляция была, здесь была манипуляция и дистрибуция ушла. Если, допустим, мы бы хотели бы торговать только внутри нью-йоркской сессии, да, то тут бы как бы можно было поймать
вход. Цена уже сделала смещение сильное, да, и единственный имбаланс у нас вот тут был сформирован, но мы теперь знаем то, что вот до этого уровня, вот до этого уровня, вот это все сбалансировано. То есть ниже цена не должна отпуститься. И тут, вот видите, опять здесь так формируется у нас SMT-дивергенция. Западные трейдеры, у них есть очень хорошее такое правило. Но SMT, они говорят, no trades. То есть, если нету SMT, нету трейдов. Это очень хорошее правило. Если вы научитесь, будете соблюдать это, то вы довольно-таки будете успешными трейдерами, зная это. Вот как только формируется SMT, это вам дает зеленый сигнал. Тут можно было снова, смотрите, так. Было смещение. Ну-ка на М3. Вот здесь лучше еще уже. Да? Здесь на М3 уже свечи сами говорят. Вот цена здесь зачистила. Вот эта свеча зачистила ликвидность и закрылась внутри сразу. Вот. Дальше идет опять формируется displacement. Внутри этого displacement мы формируем вот имбаланс. Цена тестирует этот имбаланс и затем снова начинает, то есть продолжает свое движение. Вот тут еще один был момент входа. Тут можно было войти. Но уже таргеты будут, таргеты здесь нужно определять чуть-чуть. Так, смотря уже вот в эту сторону. Цена находится внутри 4-часового имбаланса. Так, теперь это... Отсюда, смотрите. Так, М5. Вот здесь была аккумуляция, здесь манипуляция. Можем теперь еще раз включить наш инструмент STDV отклонения. Где у нас был слом структуры? Слом. Если сделаем вот так. 2,5. Можем таргетироваться либо на этот уровень, либо на этот уровень. Да? Уже как только цена достигнет вот этого уровня, там уже надо вручную все смотреть. Давайте пока сделаем так. Я пока отодвину. Если цена здесь сюда придет и будет SMT сформирована, надо закрывать вручную. Если нет, то надо просто сопровождать сделку. Цена будет дальше двигаться у вас. Почему? Потому что цена находится в фазе дистрибуции. А если в фазе дистрибуции, она будет импульсивно двигаться только в одном направлении, зачищая всю ликвидность, которая была сформирована с левой стороны у вас на графике. И вот таким вот образом вот у нас отработка. Здесь мы поймали, здесь в лондонской сессии. Вот было несколько моментов для входа. Только нужно уметь читать график и понимать концепцию ICT, концепцию Smart Money. То есть вот полно входов, и вы видите сами то, что после, где я выполняю вход, цена не делает, даже не приближается близко к этому моменту входа. То есть ваш стоп всегда будет защищен.
Если вы будете знать, как надо торговать это все, да. Так, давайте посмотрим, как здесь еще другие наши трейдеры торговали. Так, это мы посмотрели уже. Вот, 15, значит, это уже среда была. И здесь в среду Денис поймал шортовое движение. Всем привет, сегодня выдалась такая здесь, смущало, что Лондон закрылся, но было SMT в rejection блоке от H1. Реакция была хорошая, 4,5 RR. Молодец. Че тупит? Так, это на D1 у него. Окей. Где мы работали? А, вот здесь. Цена еще дальше ушла тут. Сделала откатное движение. Так, это М15, перейдем. Самое главное, если вы здесь вот тут зашли, вот тут закрылись, все, дальше не делайте переторговку. Максимум пару сделок и все, потом закрываете. Если вы начнете идти на поводу своей алчности, то эта дорога просто приведет вас к разочарованию. Так, окей. Смотрим. Опять вот у нас и этот день тоже закрылся у нас в бычьем направлении. Значит, байас у нас опять лонговый. Да. В рамках вот этого дня все понятно, да, как мы делали здесь анализ. Через квартальную теорию, через PO3. То есть аккумуляция была, манипуляция и дистрибуция. Вот длину хода манипуляции, хода дистрибуции можно заранее тоже вычесть. Насколько далеко может пойти ценовое вот это движение, это все вполне вычисляемо. Если знать как. Вот в рамках своего курса я как раз таки обучаю этим моментам. Как надо вычислять, куда надо ставить тейки, чтобы ловить полностью вот это движение, дистрибуцию. Кто, если наблюдает за моими сделками, то вы, наверное, уже заметили, да, то, что и в моих сделках я ловлю начало и конец вот этого всего движения, дистрибуции. А если кто-то задавался вопросом, как это возможно, если было бы это пару раз, можно было бы ссылаться то, что это просто было удачей, да. Но вы можете посмотреть все мои трейды, где это повторяется системно. А о чем это может говорить? Это говорит о том, что есть способы, где можно, то есть как можно определить вот это движение, докуда оно будет, сколько оно будет длиться. Это все вполне вычисляемо, потому что это алгоритм, а алгоритм он выстроен на основе математики. И Q1 у меня продолжение вот этого тренда. Да? Вот здесь я вижу то, что больше половины внутри вот этого Q1 это является продолжением вот этой дистрибуции, расширения. Значит, Q1 у меня X. Если X, то Лондон у меня будет аккумуляцией. А если Лондон аккумуляции, я должен ожидать в Q3, в нью-йоркской сессии, манипуляцию. И после завершения манипуляции я должен входить в позицию. Давайте посмотрим теперь.
Вот у меня здесь завершился Q2. И что я делаю? Вот я определяю этот диапазон как аккумуляцию. Вот, аккумуляция. И как только открывается Q3, что происходит? Мы зачищаем sell side. Вот. Делаем тест имбаланса 15-минутного. Вот оно. Тестируем. Плюс вот у меня dealing range здесь. Цена спускается в дискаунт, тестирует 15-минутный имбаланс. Вот. M15. Сделаем вот так. Вот, 15-минутный имбаланс. Вот. И давайте проверим, здесь дали ли SMT дивергенцию. Сформировалась ли SMT дивергенция тут. Так. Вот у нас диапазон 15-минутного имбаланса здесь. А в Dow Jones вот этот имбаланс остался вообще вот тут. Да. Итак. Имбаланс тут мы сформировали с Dow Jones. Так. Затем так, брейкер. Плюс у нас тут имеется инверсионный имбаланс вот этот. Вот он. Когда у вас есть имбаланс и инверсионный имбаланс, это тоже сильные зоны сопротивления. То есть отсюда можно искать позиции, чтобы войти в сделку. И смотрите теперь. Здесь интересный момент. Вот у нас тут инверсионный имбаланс. И как цена реагирует на этот инверсионный имбаланс? Видите? Цена вот ровно отталкивается от 0,5. Телом мы не закрываемся ниже. Не смогли закрыться. Это прям очень хороший сигнал. Кто смотрел мой урок про алгоритмические сигнатуры, тот уже знает, да, что такие моменты, они являются очень сильными подсказками, которые дает алгоритм. И тут мы можем просто открыть позицию в лонговом направлении. Теперь делаем совокупный анализ. Да, у нас есть bias лонговый, потому что предыдущий день закрылся у нас вот такой бычьей свечой. И чтобы поймать движение, нам нужно увидеть SMT-дивергенцию снова по направлению основного тренда. Вот. У нас тренд бычий, поэтому как только будет сформировано SMT, можем входить в позицию. А плюс мы здесь еще имеем анализ по квартальной теории. Был X, здесь была аккумуляция, и вот манипуляция, фаза манипуляции. Почему здесь я не дожидаюсь, да? Можно не дожидаться нью-йоркской сессии, потому что цена находится уже в фазе дистрибуции. И когда цена находится внутри фазы дистрибуции, она двигается импульсивно. То есть она выполняет вот эти все задачи, откатные, ребалансы, очень быстро, не дожидаясь иногда kill zone. И мы можем сейчас увидеть, вот как только мы вот открыли позицию, вот нью-йоркская сессия, цена, даже не дожидаясь нью-йоркской киллзоны, сделала манипуляцию и ушла сразу в отрыв.
это специально как бы вообще торговать внутри расширения, внутри, когда цена находится в фазе дистрибуции, для большинства сложно, потому что цена не двигается как обычно. Как, допустим, цена двигалась, когда цена находилась в фазе манипуляции либо аккумуляции. Там более читаемо, более проще делать анализ. Но когда цена находится в фазе дистрибуции от старшего таймфрейма, она иначе двигается. То есть характеристика движения чуть-чуть отличается. Но если вы просто сделаете пару раз, потренируетесь, сделаете бэктесты именно по торговле внутри фазы расширения, вы сможете определить кое-какие закономерности, которые вам будут давать преимущество в торговле внутри фазы расширения. Здесь то же самое можем сделать. Вот измеряем по STDV отклонению. Так. 2,5 здесь находится, да? Можем вот так сделать. Есть. И как я и говорил, смотрите, цена находится внутри фазы расширения, а внутри фазы расширения вот мы достигли 2,5 диапазона и одно откатное движение. Бам! Вот тут можно было поймать вход и дальше еще двигаться. То есть здесь, допустим, цена достигла этого уровня, она сделала откат, тут можно было добавиться. Как есть много таких секретных моментов, которые дают вам еще большую точность входа. Но это я рассказываю в своем менторшипе, эти элементы. Есть очень много подсказок, как можно ловить эти моменты, самые вкусные моменты. Допустим, вот тут можно было поймать движение это, войти здесь, вот, войти здесь. Так. Вот. Вы здесь вошли, и цена сразу же, смотрите, уходит от вас, от вашего стопа. Это и есть к чему большинство стремится, да? Чтобы ты зашел, и цена моментально начала расширяться. Такие моменты вполне можно предугадывать, если знать, как надо делать анализ правильно. И этот день мы тоже отторговали. Так, здесь в лондонской сессии вот это движение поймал тут. Сейчас, стоп. Вот это движение. Манипуляцию поймал Денис. Вот. Была манипуляция здесь. Он вошел тут. И здесь заканчивается фаза манипуляции. Он закрыл. Дальше это уже работает Серджио. А он лоббит уже дистрибуцию. Видите? Он здесь открывает позицию в бычьем направлении. Take profit сюда. Вот. Как только цена ушла в его направление, он сразу передвигает стоп-лосс, чтобы, если даже цена пойдет против него, он все равно останется в плюсе. Вот как надо работать. А это я давал свой прогноз в закрытой группе. И отмечал, что цена должна дойти до уровня 26 800. Вот, до этого уровня. Так, это Евгения. Вот она тоже поймала это движение. Друг из Индии. Шривант. Вот он здесь входит. Также так, в четверг то же самое повторяется. Смотрите, опять по кварталке делаем анализ. Я разделяю вот на кварталы. Что у нас происходит в Q1? Q1 снова
продолжение предыдущего вот этого движения. Вот смотрите, продолжение этого движения в Q1. Значит, у нас Q2 аккумуляция. Если это Q2 аккумуляция, в Q3 мы даже должны ожидать манипуляцию. После завершения манипуляции мы можем входить в сделку. Так, это закроем здесь. Как понять завершение манипуляции? Как понять начало манипуляции? Как понять начало дистрибуции? Это все можно, этому всему можно научиться. То есть я этому обучаю своих студентов именно в рамках своего курса. Как надо ловить начало и конец этого движения. Поэтому, если вы можете посмотреть на сделки моих студентов, они вот, вот смотрите, шортовое движение, вот, и пруфы. Где это было движение? Это движение было вот это. Здесь зашел, здесь вышел. Так. Здесь тоже работаем. Так, это М15. Так. Что мы делаем? Определяем свой dealing range. Вот, dealing range. И ожидаем, что чтобы цена спустилась в дискаунт. Здесь. После мы можем уже входить в лонговом направлении. Вот смотрите, как раз цена в нью-йоркской сессии спустилась в дискаунт и продолжила движение свое. Вот тут можно было поймать отличный вход. Вот как только это М15, я перейду на М5. Таймфрейм. Так, раз. Вот. Бам, упали. Здесь протестировали 15-минутный баланс. Допустим, вот тут можно войти. Сейчас М15. Ну-ка, М30. Вот, да, М30. Вот тут, пожалуйста, имбаланс. Тридцатиминутный. Так. И цена тестирует этот имбаланс и уходит от теста этого имбаланса. И сейчас я вам покажу такой интересный момент. Я думаю, здесь он красиво отработал. Так. Квадранты. Чуть-чуть не дошел. Чуть-чуть не дошел. Я думал, от этого уровня цена оттолкнулась и ушла. Ну вот, премиум дискаунт. Все вам, все просто, да. ICT концепция, она несложная. Просто надо уметь правильно работать с его инструментами. Окей, теперь здесь. Как... так. Здесь вошли. И так, STDV. Так. 2,5. Да. Можем поставить вот на этот уровень. Здесь уже день заканчивается, да, но несмотря на это, так как цена находится в фазе дистрибуции, и, как я говорил, таргет у меня, вот этот уровень 2800, вот, сюда цена где-то вот в эту область должна прийти, приблизительно. Я ставлю сюда таргет. Вхожу здесь.
И давайте посмотрим. Так, это М30, здесь М15, М15. Начинается азиатская сессия. И вот отработал наш take profit. Видите? В пятницу. Вот. И вот, пожалуйста, здесь уже вот сделки. Так, это шортовое движение поймали тоже. Вот это движение, вот оно. Серхио здесь делает анализ, вот он показывает, здесь он входит, и вот здесь его тейки находятся. Блин, куда он шел? А это Денис. Аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Он поймал как раз вот это движение, которое спустило цену в дискаунт. И вот его пруфы. Вход, выход. Это опять Серхио, уже сделка от пятницы. Вот его анализ, как он смотрит, вот он измеряет. И вот, пожалуйста, его сделка. То есть здесь он входит, здесь take профиты на этих диапазонах. То же самое это Шриванс. Так. Вот он входит здесь повторно и целится на 26 871, где АТХ. Это на фьючерсах. Так, а это наш именинник Архан. Вот его сделки. Он торгует на крипте. И вот, смотрите, 4200 плюс 900 на крипте. Он это поймал аккумуляцию, манипуляцию, дистрибуцию. Так, это число сейчас можем посмотрим, разберем это тоже. Это было 0,4, 17 число. 17. Так, здесь тоже 0,4, 17. Это тоже разберем сейчас на графике. Таким вот образом, наши студенты на этой неделе отработали. Такие сделки были. И вот это движение, которое пришло... Так, вот тут все. И вот это движение вполне я уже, как вам сказать, прогнозировал, что цена придет сюда заранее. И этот прогноз был вот тут. Сейчас. А это Аслан. Не. Куда я делаю это? Нет. Нет, не здесь. Глючит. Телеграм глючит, он соскакивает у меня. Да, блин. Что с ним творится? Что за хрень? Спускаюсь, он, смотрите, он соскальзывает у меня. Хер знает почему. Бля. Во. А нет.
Хер с ним, ладно, покажу так. Вот, смотрите. Если знать, как надо делать анализ, вот видите, take profit уровень, take profit 1. Цена как раз пришла на этот уровень, здесь закрылась. Все это движение можно было предугадать, то есть возможно предугадать, проанализировать заранее. А когда вы знаете это все, вам остается лишь ловить движение в точный момент и двигаться вот к этому таргету. Окей, это было... Ага. Это были индексы. Давайте посмотрим крипту. Кто у нас торгует криптой? Так, 17 число на крипте. Так, 17. Так, у Архана. Он открывал лонговую позицию, да, 23.49, close 23.66. В битке, да, в лонги 74. Значит, он поймал вот это движение. Значит, вот это движение поймал. Так, крипта то же самое. Крипта тоже работает отлично по ICT. Сейчас я... Так, здесь на M15, на M15 переключимся. Вот это была предыдущая неделя. Вообще ценовое движение, что как было. Все всегда можно делать анализ через премиум и дискаунт. Вот здесь low, здесь high. Это недельное движение. Если я включу сейчас вот индикатор, здесь вот неделя, смотрите. Так. Вот, да. Вот эта свеча, предыдущая неделя. Я поставлю сюда на этот уровень. Вот. High и low. Смотрите, high и low. Вот эта неделя. Как цена здесь двигалась? Цена тупо расширялась в одном направлении. Да. Чисто по премиум и дискаунту можно было здесь работать. Вот я разделяю на премиум и дискаунт. Цена достигла сюда, да, сделала откатное движение, но не достигли дискаунта. Затем снова начала расширяться. Вот мы здесь достигли дискаунт, максимума, затем слом структуры. И после того, как здесь сформировался слом структуры, допустим, на часовом таймфрейме, либо на H4, без разницы, можем на H4 посмотреть. Вот. На H4. Вот здесь у нас был цист, слом. Вот тут можно было уже сразу работать на эквилибриум. Вот тут можно было войти и поймать вот это движение, потому что цена всегда должна сделать ребаланс, обеспечить баланс внутри ценового движения. Вот тут было просто направленное движение на buy, на покупки, и цена спускается к эквилибриуму. Здесь как раз таки касается зоны 0.5, и отсюда начинает, то есть продолжает движение. Я вам недавно говорил, что внутри фазы расширения цена делает всегда одно откатное движение. Да? Так, и это откатное движение обычно начинается в диапазоне 2-2,5 отклонения. Так. Вот смотрите, вот этот диапазон.
цена достигла этого диапазона, сделала одно откатное движение, да, вот откат вовнутрь этого рейнджа. Дальше идем сюда, двигаемся еще выше. Так, вот. Здесь цена снова отсюда делает движение в лонговом направлении. Цена достигает этого уровня, делает одно откатное движение. Вот. Даже сделаю вот так. Вот мы достигли 2,5, одно откатное движение. Я передвигаю снова. Так. Здесь не доходя, значит, вот так. Где SMT было? Достигли откатное движение, вот тут опять. Тут 2,5, вот диапазон 2,5. Снова уже полный разворот происходит. Видите, либо retracement, либо reversal. Здесь уже полный разворот произошел, достигли вот этого эквилибриума. И здесь, скорее всего, сформировали SMT-дивергенцию с эфиром. Так, мы здесь. Да, вот тут у нас Hayden SMT сформировано. Вот видите, здесь Hayden SMT. Есть сигнал. Тут можно было опять входить и ловить движение в лонговом направлении. Внутри этой недели как можно было работать, да? Смотрите. Так, включаю здесь это недели. Трехнедельный диапазон. Вот у нас предыдущая неделя закрывается над максимумом предыдущей недели. Вот эта неделя закрывается. Значит, что у нас? Внутри вот этой недели мы ожидаем продолжения лонгов. Продолжение. Так как мы уже ребалансировали, вот здесь, вот тут цена, так, 0,5. Достигла эквилибриума, значит, новая неделя должна просто начаться с расширения. Потому что внизу уже в sell-сайде делать нечего. Цена должна просто тупо расширяться. Теперь это посмотрим через квартальную теорию. Так. Пятница. Да, в крипте же нету, да, выходных. Окей. Так, если в крипте нет выходных, как можно делить по кварталам его? Так. Это X, аккумуляция, манипуляция. Так, daily. Включим daily тоже. На M15 перейдем. Посмотрим, как внутри дня это все работает здесь. Так. Воскресенье. Понедельник. Да, чуть здесь... Тут я что-то запутался, блин.
Так, сейчас. Я не могу определить понедельник тут. Ну-ка. Разделим дни вот так. Сейчас он покажет мне дни правильные. А, вот, значит, понедельник отсюда пошел. И вторник здесь. А, значит, X, аккумуляция, манипуляция и дистрибуция была. Да. А тут в эфире, эфир. А вот здесь аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Тоже можно было предугадать это движение. Все входит, и крипта, и золото, все они ходят по одному и тому же алгоритму. Так, H4. Смотрите, вот здесь опять повторяется то, что я вам объяснял в индексах, да? Смотрите, вот тут у нас формируется displacement, вот, displacement. Внутри дисплейсмента формируются диапазоны имбаланса, вот они. Это. Но почему цена не уходит глубже, ниже? Потому что это диапазон сбалансированный. Да? Вот это движение, вот оно. То есть были покупки, продажи, покупки. И вот здесь у нас high сформирован. И какой диапазон у нас остается сбалансированный? То есть мы должны разделить сбалансированную часть и несбалансированную часть. Вот тут у нас имбаланс, который находится в несбалансированной части ценового диапазона. Все, что ниже, сбалансировано. Поэтому здесь смотрите, как цена реагирует. Вот 4-часовой имбаланс. Так, FEG. И ни одна свеча не закрылась ниже уровня 0,5 этого диапазона. Время на крипте не 18, а вот поэтому индикатор начал тупить. И тут цена находится, смотрите, входит в консолидацию. Так, М15. Почему не... А, я здесь отключил, да, значит. Вот, боксы. Так, да не уберем. Вот. Цена вошла в консолидацию, сделали манипуляцию и продолжение тренда. Как можно было внутри дней это все, допустим, читать? Можно ли было вообще читать, да, это движение? Вот тут, смотрите, прям видно, это бросается в глаза. Цена, вот, допустим, это high, это low рейнджа, и цена двигается внутри этого рейнджа. И в нью-йоркской сессии делает пробой. Пробой после консолидации является манипуляцией. И обратно идет уже дистрибуция в шорт. И эта дистрибуция как раз в диапазон 4-часового имбаланса. Вот. Внутри фазы дистрибуции цена всегда двигается через откаты. Откатное движение, потом продолжение. Так, допустим, откат, то есть расширение, откат, продолжение. Откаты у нас это 15-минутный имбаланс, то есть таймфрейм. Откаты всегда связаны с имбалансами. И вот у нас 15-минутный здесь. Так, имбаланс. Цена не доходит до нее. Она 30-ки. Тут BPR.
Balanced Price Range, поэтому цена не смогла пробить. И плюс в Order Flow цена находится, вот этот Order блок является сильным. Когда цена находится в фазе дистрибуции, цена двигается по Order Flow, а Order Flow это ордер блоки и имбалансы. Цена будет делать, разворачиваться, отталкиваться либо от ордер блока, либо от имбаланса. Вот тут цена отталкивается от ордер блока, затем цена делает пробой, возвращается, уже делает тест имбаланса и снова падает ниже. А если посмотреть, да, куда цена двигается глобально на крипте, мы здесь уже достигли, SMT сформировался с эфиром. Так, но цена еще все равно, я думаю, будет продолжать движение на buy side. Так, здесь вот так. Если определить dealing range, вот, мы должны подняться на крипте, на битке еще выше. Но отсюда снова будет вот такое движение, падение, потому что здесь явная MXM модель сформирована, и целью этого движения является вот эта оригинальная консолидация. Либо эфир, либо биток должны снять лоу этого движения. Только после этого можно уже ожидать лонги, я думаю. Но следующая неделя все равно будет лонговой. Да, здесь вот имбалансы. Либо этот, либо вот этот. Имбаланс должен удержать цену. Так, здесь. Вот тут было, видите, deferred delivery. Отложенная доставка вот здесь была. И первая фаза Silver Bullet. Это только первая фаза была здесь. И после первой фазы цена делает откатное движение. Я думаю, еще дальше на биток будет падать. Вот такой вот прогноз пока. Сначала лонги, потом вот здесь надо смотреть на реакцию, как цена здесь будет закрываться. Если пробьет телом, то дальше будет уже рост биткоина. Если нет, то тут можно поймать хороший вход в шортовом направлении. То есть с таргетами вот на эти лои. 20 по зимнему, 19. Понял. Я вообще никогда не торговал биток. Ну и потому что есть спрос, решил делать прогнозы на это тоже. Потому что price action, что на битке, что на золоте, везде одинаковый. Поэтому, если есть спрос, почему бы и нет? Вот таким вот образом эта неделя у нас была сформирована. Так, какие прогнозы теперь на следующей неделе? Давайте посмотрим, какие новости у нас будут. Так, на следующей неделе. Блин. Здесь. Итак, 18 на 19. Да, байс. Цена фрактальна. Цена, если фрактальна, то это работает и на недельном также. На следующей неделе особо сильных новостей нету. Есть единственное, вот глава Федрезерва будет выступать, но это не сильная новость. Особо здесь
ожидать что-то не стоит. Так, сейчас золото тоже посмотрим. Так, давайте сделаем анализ сначала, прогноз. Так. У нас все еще есть SMT-дивергенция сформирована, и мы находимся на all-time high. Плюс у нас есть от дневного таймфрейма очень много несбалансированных диапазонов. То есть FVG, Daily FVG. Их цена обязана сбалансировать. Обязана. Но так как мы здесь закрылись очень сильно в бычьем направлении, на H4, здесь тоже пока никаких предпосылок нет, потому что мы не зачистили buy side и закрылись внутри, нет, такого не было. На Dow Jones то же самое. Я ожидаю, что в следующей неделе тоже начнется с расширения на buy side, а потом развернется. Но в целом мы все еще находимся в фазе дистрибуции. И первым признаком мы должны увидеть, что хотя бы на дневном таймфрейме мы должны увидеть такое движение, чтобы следующая свеча забрала buy side, high и закрылась внутри. Как только мы увидим такое, можно работать в шортовом направлении. Ну а пока на buy. А вообще вот это движение, это очень редкость, чтобы, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 дней зеленые свечи. Такое на истории найти даже сложно, чтобы полностью вот это все. Обычно такое движение, когда формируется, то шорты тоже бывают такие же импульсные. Хотя бы до половины для ребаланса. Окей. Так, на золоте что творится? Так, дневной. Так. Месячный. Так, трехнедельный. Недельный. Вот здесь интересно. Тут интересно. Так. Это недельный, так, трехдневной. Вот смотрите. Вот тут уже цена забрала buy side, закрылась внутри, но в бычьем направлении. Ну-ка на дневном посмотрим. Так. Здесь получили. Цена двигается по order flow. Смотрите, на дневке сначала был импульс, мы здесь сформировали имбаланс дневной, затем цена пришла, сбалансировала, но потом сформировали rejection блок. Вот этот rejection блок, вот этот. Цена спустилась, сделала ребаланс этого rejection блока и начала
бычье движение. Тут мы обновили здесь high этот, high. После цена спустилась уже, но протестировала вот этот ордер блок. Затем снова пошла, обновили опять этот high. Цена двигается по order flow. Прям четко. И этот order flow у нас бычий. Вот тут снова по order flow. Здесь мы обновили, зачистили вот этот buy side. Затем снова вернулись, оттолкнулись от этого order блока. При этом был сформирован у нас вот тут имбаланс дневной. От этого имбаланса цена получила реакцию. Вот. И начало лонговое движение на H4. Ну-ка. Вот здесь мы сформировали имбаланс. И я думаю, что на следующей неделе цена спустится. Ага. Вот тут еще ликвидность зафармлена. Тут ликвидность, а тут 4-часовой имбаланс. Это магнит для цены. Здесь тоже. И плюс вот тут ликвидность у нас. Цена находится в бычьем order flow. Но если в бычьем, мы должны протестировать вот этот имбаланс 4-часовой. Либо будет движение, так, где это? Вот такое. Либо еще глубже спустится цена, чтобы зачистить эту ликвидность и затем снова продолжить свое движение в buy side. И тут мы видим, что цена находится внутри MXM модели. MXM модель, здесь формируется кривая покупок, а кривая продаж, вот она сформирована. И вот это оригинальная консолидация. Так, вот оригинальная консолидация. Это MXM модель. Если мы сделаем его так, измерим. Вот тут у нас, значит, должен был сформирован быть measuring gap. Так, это написано на дневке. Вот он. Опа. Да, мы должны прийти сюда, вот к этому таргету. Видите? Цена двигается по order flow на buy side. Просто вот тут цена сделала, то есть пришла в диапазон дневного имбаланса. Этот уровень сразу не сможет цена, алгоритм так устроен. Он должен показать реакцию на имбаланс. Затем, вот она показала реакцию, упали, уже от этого нижнего имбаланса получили реакцию. И отсюда должно движение пойти в лонговом направлении. Так, Silver Bullet 1, Silver Bullet 2. Вот в этой зоне, когда цена достигнет этой зоны, цена может сделать импульсное движение, резкое, вот отсюда. А так, входы тут, как только будет формироваться у вас SMT-дивергенция в sell-сайде, который будет показывать направление на buy, можно открывать позиции. Почему цена упала здесь? Так. У золота есть
такое свойство, оно всегда делает глубокие откаты. Вот, глубокие откаты. Она часто доходит, когда откаты делает до уровня 79-80, даже ниже. Так, ну-ка, это на месячном таймфрейме здесь был, значит, имбаланс. Вот как раз, смотрите, вот цена спустилась, оттолкнулась от этого ордерблока. Здесь ее удержали, и отсюда начинается движение опять лонговое. Плюс у нас вот тут rejection блок, и это ликвидность. То, что внутри rejection блока находится, это ликвидность. Всю ликвидность, то, что здесь было, цена вот мы зачистили. И тут BPR находится, Balanced Price Range. Этот диапазон зачищен, и по order flow, order блок этот удерживает цену. Я думаю, что золото дальше будет расти. Так, дневной. Да. На этом все, ребята. Если есть вопросы, пишите, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Кто хочет пройти качественное обучение, добро пожаловать на мои курсы. Можете также торговать, как и мои студенты. Вот вы сами видели. Они тоже когда-то были зрителями и наблюдали за моими сделками, но сейчас торгуют так же, как и я. Этому всему можно научиться. Ничего тут сложного нет, ребята. Спасибо всем за внимание. Если что-то забыл, то потом дополню. Всем хороших выходных и на будущей неделе хороших профитных сделок всем.